Поздним вечером измотанная сотрудница небольшого торгового павильона по имени Марина опустила ролет и направилась к машине, оставленной у края служебного двора. Смена была бесконечной. Покупатели, отчеты, усталость и давящая тишина внутри. Мысли крутились лишь вокруг горячего душа и кровати. Тонкий звук из-за старых контейнеров для отходов она сначала проигнорировала, не было сил реагировать. Но вдруг писк резко стал пронзительным и тут же оборвался. Марина тяжело выдохнула. Ну вот значит, все-таки придется посмотреть. В помятой коробке, приткнутой к стене, лежал крошечный котенок, совсем слепой, умещающийся на ладони, перепачканный так, будто его вытащили из грязи. Одна лапка выглядела неестественно, а сам малыш лишь слабо попискивал, сил на полноценный крик у него уже не было. О чем она думала в тот момент, неизвестно. Но двигатель машины завелся, и поехала она вовсе не к дому, а в противоположную сторону, в круглосуточную ветеринарную клинику. Осмотр был быстрым и без иллюзий. Перелом лапы, воспаление вокруг когтей, сильное истощение. Врач честно сказал, что ночь на холоде рядом с мусорными баками котенок бы не пережил. «Лечится все довольно просто», — добавил он. «Ничего сверхъестественного. Или вы можете оставить его у нас. Такие животные — редкость, шанс упускать жалко». Марина удивленно посмотрела на малыша. Даже сейчас, в таком состоянии, было видно, шерсть у него трехцветная. Та самая лоскутная окраска, которую за границей называют кэлла-коу. Не уникальная, но все же редкая, как светлые от природы блондины среди людей. Но и это было не главное. «Вы уверены, что не передумаете?» «Нет», — сказала Марина, уже протягивая карту для оплаты. «Тогда вы должны знать еще кое-что», — врач улыбнулся. «Это кот, самец. Ведь в подавляющем большинстве случаев трехцветными бывают именно кошки, и многие уверены, что это женская особенность. Но раз на несколько тысяч, а то и десятков тысяч рождений случается генетический сбой, и появляется трехцветный кот. Редчайшие случаи. При этом никакой практической ценности, не порода и, скорее всего, от природы стерилен. Именно в этот момент все встало на свои места. Вопросов о будущем малыша больше не возникло. Не так уж важно, кто и почему от него отказался. Кто-то прошел мимо редкости, а кто-то проявил милосердие и получил за это свою награду. Котенок, которого назвали Лоскут, быстро пошел на поправку, вырос и обрел теплый дом. А его хозяйка до сих пор любит рассказывать эту историю и каждый раз вспоминает простую фразу из мультфильма: «Случайности не случайны».